Здравствуйте! Сегодня я покажу, как я плету вот такую корзину-букетницу или свадебную корзину. Покупатели у меня очень часто заказывают по нескольку сразу таких корзин для подружек невесты на свадебные торжества. Вот такую корзину мы сегодня сплетем с вами. Я всегда делаю небольшой комплимент для моих покупателей. К такой корзине я кладу сердце из бумажной лозы. Как делать такое сердце всего как можно его сделать за 10 минут, я показываю в своем мастер-классе. Ссылочку оставлю в конце этого видео. Итак, начинаем плетение. Нам нужно для начала 12 трубочек, по 6 мы берем. Перекрещиваем, берем еще 2 дополнительные трубочки, соединяем их между собой и начинаем плетение. Первый ряд обычно самый трудный, сложный, потому что трубочки еще не послушные, не скрепленные. Вот их нужно придерживать, они скользят и разъезжаются. Я обычно это делаю на весу, соединяю их. Так мне удобнее. Серединку у трубочек я не склеиваю. Просто поправляю почаще и стараюсь первый ряд сделать максимально аккуратно и ровно. Это серединка корзины будет. Вот мы проплели один ряд. Закончили. Второй ряд плетем точно так же. По 6 трубочек проплетаем. В этом изделии ряды я не закрываю. Плету по спирали. Итак, мы заканчиваем второй ряд. И теперь мы разделяем 6 трубочек, разделяем по 2. То есть 3 пары двойных трубочек. И оплетаем уже каждые 2 трубочки. Разделять можно руками, можно воспользоваться спицей или шилом, если у вас очень плотное плетение. Я стараюсь с первого ряда контролировать расстояние между парными трубочками. Стараюсь, чтобы оно было одинаковое, так на расстоянии на ширину пальца примерно. Здесь я показываю, как я делаю наращивание. Обрезаю трубочку под 45 градусов, в другую трубочку в широкий конец капаю клей. И буквально накручиваю одну трубочку на другую. Наращивание стараюсь сделать так, чтобы оно было за трубочкой, то есть на изнаночной стороне. Чтобы визуально этого не было видно с лицевой стороны. Пользуюсь я обычным канцелярским клеем. Он подходит для бумаги и очень хорошо склеивает бумажные трубочки. Вот еще раз показываю наращивание. Обрезаю трубочку под 45 градусов, капаю клей в трубочку с широким концом, немножко трубочку приминаю, делаю желобок, сплющиваю ее и трубочку, в которую капнула клей, надеваю на трубочку с узким кончиком. Проплела я 6 рядов. Расстояние между стоечками уже достаточно большое. И двойные трубочки я теперь разделяю по одной. И буду далее оплетать все трубочки по одной, уже не по 2. Проплету 1 или 2 ряда и к каждой трубочке подставлю вторую трубочку, двойную.
Получается, будут все трубочки двойные. Ну, тоже стараюсь контролировать, когда я их разделяю, две трубочки по одной стоечке, так называемой, чтобы расстояние сразу между ними было примерно одинаковое, примерно на ширину пальца. Так контролирую. И так доплетаем до нужного нам диаметра. Плетем по кругу, по спирали. Доплели до нужного диаметра, так называемый малый круг. У меня от начала плетения всего это 14 рядов. Обрезаем трубочки и прячем их в плетение. У меня стоит маркер, где начало следующего ряда. Я доплетаю до конца ряда, чтобы плетение было все ровное, чтобы все ряды везде были одинаковое количество рядов, чтобы сохранялось. Расширяю пространство при помощи спицы, поправляю все плетение. Дальше беру две трубочки, загибаю их и кончиками кладу их наверх на расстоянии 5-6 сантиметров от края малого круга. В моем случае это 6 сантиметров. И плету уже большой круг. Первый хвостик я зацепляю прищепкой, закрепляю. Обязательно измеряю расстояние. Так по всему кругу, после каждого витка практически я измеряю расстояние, чтобы оно было одинаковое. Подходим к концу первого ряда, к началу второго ряда. Также плетем по спирали, обязательно захватываем те кончики первых трубочек, с которых мы начали этот ряд, этот круг. И продолжаем плетение до примерно 3-4, наверное, 4 или 5 рядов я проплела. И теперь мне нужно подготовить место для будущих ручек. Я беру остатки трубочек от предыдущих моих работ. У меня это цветные, разноцветные трубочки. И вставляю по несколько штук их. Таким образом я зарезервировала и зафиксировала место для будущих ручек. Продолжаю плетение до нужного мне размера. Подхожу до моего маркера. Вот у меня как раз это конец ряда и начало следующего. Я обрезаю трубочки. Здесь трубочки в конце плетения я загибаю немножко и прячу их в плетение. В других своих работах, в корзинах или в сумках, я не всегда так делаю. Но именно в этом плетении я их всегда прячу именно в плетение, чтобы они не выскакивали. Потому что именно здесь, в этой загибке, мне удобно, чтобы все изделие было ровное, чтобы никакие трубочки не торчали и мне не мешали делать загибку. Вариантов, конечно, очень много. Кто-то подклеивает, кто-то просто подрезает и придерживает их, потом прячет их уже в загибку. Вот я их спрятала, поправила. Посмотрела, чтобы все смотрелось ровно, измерила. Диаметр у меня 38 сантиметров корзины. И теперь я уже обрезаю стоечки и подготавливаю корзину к загибке. Обрезаю все стоечки, кроме тех, которые нужны нам для ручек. Их я оставляю.
Потом я беру увлажненные трубочки и начинаю, вставляю их и начинаю делать загибку. Загибка здесь очень простая. Я еще не сняла момент, как я увлажняю эту корзину. Сейчас эта корзина выглядит как салфетка. Чтобы ей придать форму корзины, для начала ее нужно увлажнить. Я сделаю загибку, хорошо ее намочу обычной водой, прохладной под душем, положу ее в полиэтилен, хорошо закрою и оставлю в таком виде на 2 часа, возможно 3-4 часа. После этого я ее достану и аккуратно придам ей форму, какая мне нужна для корзины. Зафиксирую это все эластичным бинтом или просто широкой резинкой и оставлю так до полного высыхания. И после этого я уже буду делать ручку. Вот в этой загибке я кончики трубочек обрезаю немножко длиннее, не так, как я делаю в других корзинах. В других корзинах я обрезаю коротко, и они прячутся под самой загибкой. В этой корзине это не всегда подходит, потому что при увлажнении, потом при загибании, придании формы эти кончики могут выскочить из плетения. Я уже сплела очень много таких корзин, и вот на своем собственном опыте я делаю сейчас так. При загибке оставляю кончик длиннее и потом прячу его в плетение. Его не видно в плетении, но это надежно. Так мне больше нравится плести вот именно вот такие корзины-букетницы. Ну и обязательно я смотрю, чтобы трубочки укладывались параллельно, чтобы они не накладывались друг на друга, чтобы торец корзины, торец, окантовка смотрелись аккуратно, и чтобы таким образом спрятались все пенечки, обрезанные от стоечек. Здесь я показываю, как я завершаю, заканчиваю эту загибку. Если что-то непонятно на видео, вы можете задавать свои вопросы в комментариях, я постараюсь подробно на них ответить. Точно так же я убираю трубочки-подсказки цветные, вместо них вставляю уже оставшиеся трубочки и заканчиваю таким образом загибку. Где-то делаю отверстие пошире для трубочки. Еще мне удобно вместо трубочки подсказки я ставлю спицу, потом трубочку надеваю на спицу и протягиваю через плетение. Тогда трубочка ложится именно на то место, на котором она должна быть. И она параллельно укладывается предыдущей трубочке. Для меня так очень удобно. Вот я вставила спицу, убрала трубочку-подсказку, немножко промяла трубочку, широким краем вставила в спицу и протянула ее. И она ложится на то место, на котором она и должна быть. Вот такая загибка получается. Не видно остатков трубочек, не видно пенечков, все очень ровно, аккуратно, трубочки лежат параллельно. Очень аккуратная загибка для таких тонких изделий. Теперь нужно из этой салфетки сделать корзину, увлажнить. И после увлажнения обязательно нужно ее покрыть
лаком, разведенным с водой, и потом уже финишным лаком. Вот моя корзина высохла. Я ей придала вот такую форму. Теперь делаем ручки. Я беру 4 трубочки, ставлю их на место тех трубочек, которыми мы расширяли это пространство. Дальше намечаю место, где я бы хотела начать вставлять трубочки, которыми я буду обматывать эту ручку. Я это делаю на высоте примерно 3 или 4 ряда от верха. Беру 3 трубочки, вставляю их в это отверстие. И начинаю этими 3 трубочками, я обматываю 4 трубочки, которые перед этим я вставила в плетение сверху. У меня трубочки немножко подсохли, и видно, что они уже не такие эластичные, немножко они уже заламываются. Для ручки, для витой ручки, конечно, лучше, чтобы трубочки были очень хорошо увлажнены. Можно сразу 3 трубочки заворачивать, можно по одной огибать. Как вам удобно, как получится. Ну, так постепенно, немножко проминаю, прогибаю, то есть делаю их немножко плоскими, эти трубочки. И так продолжаю обматывать 4 рабочие трубочки. Зацепляю, закрепляю прищепкой и делаю замочек. Вот так, как показано на видео. Так по одной трубочке, все 3. Вот все 3 продеваю в замочек. Подтягиваю обязательно. То же самое я делаю и с другой стороны, конечно же. После того, как корзина высохла, я покрываю ее лаком, разбавленным с водой. После высыхания я покрываю финишным лаком на водной основе. И все, корзина готова. Я желаю всем легкого плетения и красивых изделий. Всем спасибо за просмотр.